Опа! Hi, guys! А что это вы тут меня ждете? У нас что, по плану сегодня ролик должен был быть или что? Точно, точно, я совсем забыл. Я же должен был вам показать мой шап, где я работаю. Ну что ж, погнали, покажу вам все. Давайте начнем снаружи, вы его уже многие видели. Так, вот он так выглядит на 4 бокса, друзья мои. С левой стороны также есть 2 входа. Там такие же есть ворота. Пойдемте, давайте покажу, что я вам буду рассказывать. У нас есть отдельный вход, даже 2, даже больше. Вот. Один гараж, второй заезд, дверь туда и дверь сюда. Также есть наверху офисные здания, точнее офисные кабинеты. И там будет сделан офис. Там пока на данный момент только лишь дрywall, то есть гипсокартон, и ничего нету внутри. Давайте зайдем, покажу вам. Подъездная выглядит вот так вот, из бетона ровного. Вот. И здесь получается, когда мы заходим, здесь тепло. Вот. И также первое, что бросается в глаза, это пол. И он типа как сделан из также бетона, и он ровный. Это, вот знаете, это 100% то, что я всегда смотрел в роликах, видео на ютубе. Это то, что они делают вот такой вот пол, и он ровнюсенький. Вот что бы вы на него не поставили, он будет ровненький. И очень классно, допустим, у нас вон, как вы видите, мотор стоит на колесиках, домкрат вы подкатываете. Все ездит, все гладко, все осторожно, все очень круто. Вот, то есть пол вообще супер идеальный, знаете, потому что в основном у нас в наших там гаражах, гаражных кооперативов или еще что-то, то пол всегда вот такой вот. В общем, когда мы заходим, здесь есть охранная система, и также есть то, что я вам хочу обратить сразу на плюсы, внимание, это то, что идет смотритель. Розетка, 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 розетка. Там тоже у нас по 2 розетки, вон, и так вот по кругу. Каждый примерно, ну вот здесь метр, здесь может быть между ними 2 метра, здесь между ними тоже 2 метра. Каждые 2 метра, друзья мои, идет розетка. И так по всему кругу шапа. И это просто космос на самом деле, потому что настолько удобно, когда у тебя под рукой везде есть розетка, тебе не нужно кидать какие-то удлинители и так далее. То есть у тебя есть рабочее место, ты включился, работаешь. Также у нас есть свет, он уже заранее был проведен, там розеточка. Здесь у нас света не было, потому как его можно было бы сделать, но здесь мы такую импровизационную, такие леса поставили на данный момент. Вот, и здесь у нас будет в основном стол, на котором будем варить металл. Вот, потом еще такой его облагородим металлическим листом, скажем так. Так, следующий момент, друзья мои, то, что меня впечатляет и то, что делает работу просто очень и очень удобной, это выходы под воздух. У нас выход под воздух вот один раз, выход под воздух вон там 2, и выход под воздух у нас вот на той стене. И также, по-моему, если я не ошибаюсь, он есть там. И это тоже в 1000 раз увеличивает твою продуктивность работы, потому как ты не бегаешь по всему помещению с этим компрессором, знаете, у вас провод длинный, он вам мешает, вы по нем, не знаю, там переступаете его по 300 раз. То есть, где бы ты ни работал локально, ты работаешь в этой зоне, ты можешь подключить себе шланг туда. Если ты работаешь в той зоне, ты можешь подключить шланг туда. Очень, опять-таки, удобно и продуманно сделано. Это тоже, опять-таки, плюс того, что ты не бегаешь, и то, что ты комфортно работаешь. Дальше, ребята, про электричество я уже вам сказал, про воздух сказал в стенах, это вообще космос. Про свет также сказал. И следующий вопрос, наверное, у вас будет про ролеты, хочу сказать. Они автоматические, не нужно руками ничего поднимать, опускать, кнопочку нажали, оно поехало. На каждой двери электрическое автоматическое открывание и закрывание дверей. Дальше вы можете видеть вот такие вот обогреватели. Кто-то спросит, как поддерживать тепло в таком большом огромном помещении. Вот такие вот газовые пушки стоят, они работают на газу, и они очень-очень-очень сильно хорошо топят. Вот серьезно, у нас было, допустим, минус 15, здесь можно было находиться, ну, не знаю, ребята вот работают без рукавки, я работаю снова в кофте, потому что я мерзляк. Вот, ну, как кофта, одинарная просто кофта, как бы тебе тепло. Ты опять-таки температуру можешь выставлять вот здесь. У нас есть специальный регулятор, в котором ты выставляешь температуру
тепла. Ну, вот у нас сейчас стоит на 10. Вот. Их 2, их хватает с головой. Опять-таки было все продумано с этими розеточками, еще раз хочу к ним вернуться, для того, чтобы куда бы вы ни поставили свою рабочую зону, стол, вы всегда смогли подсоединить свои электроприборы, свет и так далее. То есть вы везде это можете построить и сделать, независимо вообще абсолютно, где бы это было, возле какой стены. Это очень удобно, вообще нереально просто. Все, кто работает в таких мастерских, поймут меня, потому как проблема розеток это везде, всегда. Дальше. Я не помню, видели вы или нет в начальных еще тогда видео, то, что здесь у нас есть покрасочная камера, которую ее построили уже, примерно у нее ушло 20 дней. На данный момент там делает парень нам проводку. Выглядит она вот так вот. Вот. И здесь будут автомобили краситься. Это типа такие фильтра стоят, через которые, то есть воздух отсюда засасывается, но пыль и грязь не проходят через этот фильтр. Получается, там идет вытяжка внутри, внизу будет, она пока не установлена. И она, получается, будет засасывать воздух, отсюда будет поступать свежий воздух и уходить через вытяжку вон туда. Вон такая вот белая штучка, это тоже вытяжка, она включается, там огромный вентилятор стоит, и он выдувает туда все. Следующий момент. Тут еще есть место для одной автомашины. И над покрасочной камерой сделали помещение для того, чтобы хранить всякого рода любой став вообще, который у вас есть. Допустим, это могут быть запчасти. На данный момент у нас там мы там кушаем, это наша зона, где мы обедаем. И также там есть стеллажи с краской и так далее. То есть изначально, когда ребята устанавливали, делали этот потолок, я у них спросил, зачем вы делаете вот такой, дебелый? Потому что для меня, я думал, что они просто построят покрасочную камеру и все. То есть я не понимал, зачем они делают такой массивный потолок. И потом они мне объяснили то, что, во-первых, там можно будет хранить все, что тебе нужно. Дальше они сделали, вот видите, вот такую перегородочку. Она снимается легко, и вы можете подъехать и форклифтом погрузить поддоны, если вам нужно. Допустим, это можете использовать, как, не знаю, как складское помещение. И вы там можете хранить что угодно. И также можете форклифтом туда подъезжать, ставить, и оно будет выдерживать, потому что реально потолок очень крепкий. На самом деле, туда же можно поставить и автомобиль. Я уже за это думаю, я сейчас вам покажу. Пойдемте дальше, поднимемся, я вам покажу. Идет вот такая вот лестница. Единственное, что она неудобно сделана, потому что я высокий, и мне приходится пригибаться здесь, и я бьюсь об этот обогреватель. Вот, у нас на данный момент здесь стоят запчасти от автомобиля, мы их сюда складываем. Крылья наши, краска, кухонька маленькая, микроволновка, чайник, кофе, холодильничек. О, даже что-то с пятницы осталось. Вот, такие вот запчасти, и обеденная зона. Вот, выглядит это все вот так вот. Очень круто и продумано на самом деле. И действительно, если будет в дальнейшем не хватать места, вот эта доска убирается, сюда загоняется автомобиль. И вы можете над ним здесь, один человек, допустим, его будет подготавливать целый день. Представляете, да? То есть одного человека сюда ставишь, и он целый день работает над автомобилем. На самом деле очень круто. То есть вы используете пространство помещения на 100%. Вот это тоже такой огромный плюс. Вытяжка, как я уже сказал, здесь установлена. Она включается, она вытягивает. И давайте пройдем, то есть вот по шапу, я вам сейчас покажу вид сверху, по шапу, по вот этому пространству, где у нас строятся автомобили, это вот все помещение. То есть у нас идет вот 3 автомобиля. Сюда можно поставить 4-й. Но вообще сюда в идеале можно еще и 5-й поставить, когда вот этот кемпер. Когда выйдет этот кемпер, потому как он здесь просто на сохране, потому что здесь всегда тепло, до лета он будет стоять здесь, до весны. Вот. И также хочу вам показать вторую зону этого помещения. Это столярный цех. Здесь у нас установили уже дверь электрическая, которая закрывает помещение, то есть мы, так сказать, столярам не мешаем, и они нам не мешают. Допустим, не летит там пыль и так далее. Давайте пойдем покажу вам тоже зону. Зону вот эту. В общем, здесь пока еще идет достройка, то есть здесь работает один пока
мужчина, скажем так, пожилых лет, и он строит все под себя. То есть он строит вот это все, он самостоятельно построил, сделал там вытяжку, проложил. У него также есть вытяжка здесь, и вытяжка у нас еще установлена вон там. Выглядит на данный момент это все вот так вот. Недавно он только построил вот этот вот держатель для фанеры, чтобы можно было ее складывать. Ну и здесь так. Тут стоит компрессор, который разводит воздух на все стены. То есть, который я вам показывал. Здесь стена, там стена, там стена. То есть проведен воздух. Вот. Ну и на данный момент это все облагораживается, потому что только лишь 20 дней... Нет, ну получается 1 января сюда все заехали. И то есть как бы начали и мы все расставлять, все строить. Вот. Это все еще не законченный вариант. То есть это, знаете, такой черновой. Потому как нам нужно уже было включаться в работу и работать. Вот. Поэтому на данный момент это все выглядит вот так вот. Но что хочу сказать по поводу вот этого столярного помещения. Вообще хозяин всего этого комплекса, он построил именно вот эту зону для своего друга, который работает как раз таки в столярке. И то есть вот это вот полностью помещение он построил для него, чтобы он тут продолжал работать и заниматься своим любимым делом. Вот. И поэтому он отдал это полностью помещение. И вот этот человек, он себе тут уже приходит, он так пару часов в день приходит, что-то подстроит, что-то сделает и уходит. Вот. На самом деле крутое помещение. Опять-таки здесь также есть все. Как вы можете видеть, куча розеток. С той стороны куча розеток. Все подсоединено. Не надо никуда бегать. Каждая есть своя зона. Тут розетки и так далее. Посмотрите, сколько здесь. Ну, это просто сказка, на самом деле, для тех людей, кто работает в таких этих. Посмотрите, свет над каждым столом. Вот. То есть тот, кто работает в такой сфере, в столярстве, понимает то, что пространство, простор и удобство – это вот стопроцентный успех работы, качественный, знаете. И когда вы приходите на работу, и вам хочется работать, потому что у вас все на своих местах, у вас все чисто и так далее. Также идет вытяжка. И вот смотрите, еще тоже идет воздух такой установлен с потолка. Тоже удобно. Ты взял пистолет, потянул на себя, обдул, что тебе нужно, да, отпустил, и он сам туда, получается, поднялся. Очень круто все сделано. Также есть заезд для машины, либо же заезд для того, чтобы разгрузить фанеру. Допустим, подъезжает сюда машина, дверки открываются, и вы начинаете выгружать с автомобиля фанеру. Для того, чтобы она там не мокла или еще что-то. Подъезд с той стороны, как я вам уже показывал, есть. В общем, все продумано, сделано и вообще прям до мелочей. Также есть регулятор тепла. У него есть тоже обогреватель вот здесь вот такой вот отдельный. И, как я уже сказал, электрическая дверь, которая опускается, и ты тут как бы работаешь самостоятельно, тебе никто не мешает. Мы не мешаем им, и они не мешают, допустим, нам. Ну, чаще всего у нас всегда это открыто, то есть мы друг другу абсолютно не мешаем. Вот. И туда у нас, ребята, идет также еще один гараж, там чистая парковка и подъем на 2-й этаж. Вот видите, здесь потолок, там сделан, там такое большое-большое пространство, примерно вот как вот эта комната. Она просто пока на данный момент пустая, она даже там не покрашена, ничего там как бы нет. И там будут офисы, скорее всего. И то есть сделано это так, чтобы, допустим, в офисы был свой отдельный вход, и, допустим, можно было сдать в аренду то помещение. В общем, владелец этого помещения продумал все настолько, чтобы можно было вести, допустим, 2-3 разных бизнеса, да, и они друг другу не мешали в первую очередь, у них было свое уединение, свое помещение, и также, чтобы можно было это все сдавать в аренду и как-то какие-то деньги зарабатывать на этом. Вот, я считаю, это очень круто, очень грамотно сделано. Как вы видите, все очень светло, света достаточно, на потолке у нас свет, здесь у нас свет, то есть, может быть, камера немножко так темновато передает, но на самом деле хочу вам сказать, что света предостаточно вообще. Вот. Вот такой вот, на самом деле, шап. Я никогда не мечтал работать в таком, я видел, на самом деле, только в интернете такие. Вот, и всегда смотрел и думал, блин, как круто вообще работать в таком месте, и сейчас нахожусь здесь, и просто, на самом деле, кайфую, очень все нравится. Прихожу, знаете, каждый день на работу вот с энтузиазмом, хочется работать, потому что приятно, ты всегда как бы, не могу сказать, что я чистый и опрятный, как бы, да, работа грязная, пыльная, да, временами, но, тем не менее, ты в тепле, ты делаешь то, что тебе нравится, и работа приносит только удовольствие.
Вот, мы на данный момент работаем над автомобилями. Видео по автомобилям будут выходить. Я хочу сделать, ребята, для вас подготовить серию по автомобилям. То есть это у нас будет серия про Buick Riviera 65-го года. И также будет про Camaro. То есть на данный момент идет процесс работы, и на данный момент я записываю видео, записываю материал для того, чтобы вам не пришлось долго ждать, допустим, промежутки серий, допустим, чтобы не было такого, что я выпущу одну серию, а следующая выйдет через там 1,5 месяца или 2. Поэтому на данный момент я хочу накопить материал, и будет выходить вот такой вот сериал с автомобилями, и вы сможете уже просмотреть от начала до конца. Я надеюсь, что мы закончим эти автомобили до того момента, пока вы это увидите. Вот, поэтому план такой. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди очень много интересного, будет очень много автомобильного контента. И вы увидите трансформацию этих автомобилей, что, я надеюсь, вам будет интересно наблюдать за этим. Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Берегите себя, друзья, и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!